Есть разные методы рисования эскиза. Первый проход, он такой, скажем так, разведка. Лично мне эта лужа не мешает. Я стараюсь не выходить из кожи, чтобы не раздражать лимфу. Вот сейчас я вижу, где мне нужно поставить упор, где у меня не заполнено. Это дело лично каждого мастера. Все хорошо, главное итоговый результат. Друзья, всем привет! Меня зовут Яков. Меня пригласили сегодня в Hanfe YouTube студию. Сегодня я буду делать перманент губ, буду применять технику акварель плюс напыление. True Яков – новый игрок в перманентной лиге, начинающий мастер в погоне за знаниями, который не боится экспериментов. 14 лет работал в сфере стоматологии и со временем понял, что изготавливать импланты ему не приносит удовольствия. Якову очень важна визуальная эстетика лица, которая радует и мастера, и окружающих, и клиента. Именно это привлекло его в сфере перманентного макияжа. Яков работает в Москве, радует творчеством москвичей и гостей столицы. Мастер уверен, что хороший перманентный макияж – тот, который с трудом можно отличить от естественной красоты. Мы нанесли анестезию, нарисовали эскиз, изучили зону губ. Очень молодые нежные губы, немного обветренные, и они нам не мешают, чтобы пройти по ней иглой. Начинаю с нижней губы, я не делаю яркий выраженный контур, поэтому я прохожу всего примерно по 5 раз у контура. Я использую технику маятник. Многие мастера жалуются, что им неудобно работать, когда лужа возникает. Лично мне эта лужа не мешает, наоборот, она даже в какой-то степени даже помогает. Пигмент находит те поврежденные нужные места, чтобы проникнуть в структуру под кожу. Я стараюсь не выходить из кожи, чтобы не раздражать лимфу. Мы можем тут хорошо наглядно увидеть, как те обветренные места удаляются при контакте с иголкой. Первый проход, он такой, скажем так, разведка, знакомительная с кожей. Одно дело мы потрогали ее, пощупали, растянули ее. Другое дело мы проходим иглой. И рассчитать все эти нюансы не получается. Только после первого прохода я могу понять, как будет себя кожа вести на втором проходе. И уже учитывая все нюансы, на втором проходе я полностью выкладываюсь так, как я считаю нужным в данной ситуации. Перед чем как приступаю к новому сегменту, я стараюсь не отходить от прошлого, чтобы был плавный, равномерный переход к новому участку губы. После первого прохода я прохожу вторичкой обязательно. Друзья, вот мы сейчас можем наглядно видеть, как после первого прохода нижняя губа стала более податливой и ушли корочки там, где у нас было обветренные участки. Вот сейчас я вижу, где мне нужно поставить упор, где у меня не заполнено, в каких местах у нижней губы вот нужно пройтись более уже плотно и внимательно. Друзья, что касается цвет, который мы выбрали, мы использовали Hanfe 2 и 3, потому что у нашей модельки сами губы очень холодные. Мы решили их чуть потеплить, так как девочка молодая, хочется немножко сделать, скажем так, их помоднее, посвежее, помолодежнее. Помимо 3 мы добавили еще немножко розового. 70% персика и 30% розы. Есть такое правило, что на коже, на участке, которые за рамой губы, мы не проходим иглой. Это общеизвестная вещь, правило. Поэтому я всегда рисую от участка лица кожи к стороне губы. Что касается эскиза, есть разные методы рисования эскиза. Есть кто рисует карандашом, есть кто гелевой ручкой рисует, есть кто рисует консилером. Я научился рисовать гелевой ручкой, мне так комфортно. Это дело лично каждого мастера. Все хорошо, главное итоговый результат. Сейчас вы можете увидеть наглядно, я меняю штриховку. Я сейчас буду очень плотно работать и вертикально. Что касается скорости, я добавляю обычно 5,5, 6. Больше я не добавляю, потому что я считаю, что нужно плотный прокрас сделать. Ну и как бы придерживаться принципу напыления, потому что не нужен такой большой акцент на плотность. Девочка молодая, и естественность надо сохранить максимально. Что касаемо иглы, я использую производитель Hanfe. Очень достойно себя ведет. Вылет иглы 1,5-2 ставлю, и по ходу уже работы вижу, где если нужно прибавить по длине, я прибавляюсь. Я использую единичку, она очень, скажем так, универсальная. В разные участки я могу залезть, и с напылением у меня проблем нет.
Обратите внимание, я вот с помощью движения на нет ввожу участок, где уже с губы переходит на слизистую. Упор локтя, либо мы ставим чаще всего на плечо клиента, либо вот на кушетку. Прежде чем как я нанесу вторичку, перед третьим контрольным проходом, я все-таки хочу проверить, как мой второй проход лег на губу нижнюю. Я прочищаю, использую мыло специально, производитель Ханафи. Смотрю, где не хватает мне пигмент, и буду на третьем контрольном финишном проходе добавлять. Что касается результата, значит, мне очень понравилось, как ложится пигмент Ханафи. Цвет очень достойный, приятный, благородный. Сейчас будем проходить финишный проход и увидим итоговый результат. Я хотел бы поделиться с вами очень важной информацией, которую многие мастера игнорируют. Попытайтесь с клиентом найти контакт, расположите к себе клиента, послушайте, выслушайте, почему человек вообще пришел на перманент. Изучите зону, на которой вы будете работать, продумайте весь план. После того, как вы полностью изучили всю задачу, сделайте себе конспект поэтапно. Если вы чувствуете какую-то неуверенность, сделайте перерывчик, сходите, попейте воды, обдумайте, вспоминайте теорию, вспоминайте практику, и только после этого приступайте к дальнейшему действию. Никогда не показывайте, что у вас есть страх, потому что клиент все это чувствует. Не забудьте, что вы делаете перманентный макияж. Девушки, как мы, мужчины, по-другому воспринимают эстетику. Она будет каждый день смотреть себя в зеркало, будет вспоминать вас. Очень внимательно, очень аккуратно делать это. Что касается анестезии, я лично использую всегда первичку. Объясняю, почему. Многие мастера отказываются от первички, считают, что лучше чуть потерпеть первый проход, но зато будет качество фотографии лучше, потому что анестезия, раскроем секрет, оно влияет на качество фотографии. Но лично я всегда использую анестезию. Мне комфорт и чувствительность клиента намного важнее, чем сама фотография. Друзья, вот и завершили мы процедуру перманент губ. Очень хорошо и достойно лег пигмент на нашу модель. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.